что будет, если взорвать ядерную бомбу на Луне? А можно ли использовать такое оружие в качестве инструмента для добычи полезных материалов? На все эти вопросы люди давно искали ответы. Сегодня вы узнаете о самых амбициозных и страшных проектах, которые планировались или были реализованы в Америке. А в конце видео вы узнаете, что может произойти с живыми существами в случае ядерного взрыва. Приятного просмотра! Иногда мне кажется, что все эти ученые, научные сотрудники и правительство стран на самом деле какие-то сектанты и фанатики. Почему? Вы когда-нибудь слышали что-то про амазонскую вакцину? А я вот недавно узнал о таком интересном эксперименте. И хочу вам сказать, что он очень сильно потряс меня. Суть его заключалась в исследовании реакции организма человека на эпидемию болезни, от которой у них не будет ни вакцины, ни иммунитета. Звучит дико, не так ли? А ведь именно такой опыт поставили в Америке в 1960-х годах. Я вообще не понимаю, какой в этом был смысл, ведь можно просто вспомнить времена Черной смерти или любые другие эпидемии серьезных заболеваний. Но, видимо, Американской комиссии по атомной энергии нужны были более точные данные, чем миллионы погибших предков. В итоге была создана специальная группа ученых. Их снарядили всем необходимым, а также передали вакцину. На самом деле это была не спасительная жидкость, которая должна была победить многие заболевания. Внутри ампул был самый настоящий вирус кори. И я буквально в шоке от цинизма этих людей. Дело в том, что индейцы раньше не контактировали с подобным заболеванием. И, следовательно, никакого иммунитета у них не было. Так что в их племени началась настоящая эпидемия. А ответственный за весь этот эксперимент ученый запретил сотрудникам как-либо помогать умирающим людям. В итоге они просто наблюдали за развитием болезни, делали записи и конспектировали темпы распространения. А на жизни тысяч индейцев всем было наплевать. Лично я в шоке от этой истории, ведь подобное происходило буквально несколько десятилетий назад. А ведь индейцев до сих пор притесняют. А как вы думаете, нормальны ли такие эксперименты? Надеюсь, вы уже поняли, насколько бывают странными ученые и какие опыты они готовы проводить. Но если предыдущие два проекта вам показались скучными, безопасными и даже обычными, то следующий окажется одним из самых страшных и ужасных. Дело в том, что в Америке тоже были люди, которые хотели заниматься терраформированием Земли. Правда, они планировали использовать не самые лучшие методы. Один из самых главных проектов заключался в создании еще одного канала, который должен был соединить два океана. Казалось бы, ничего страшного тут нет, ведь прямо сейчас похожие работы ведутся в той же Турции. Но есть одно большое «но». Американские ученые хотели сделать это при помощи 26 ядерных зарядов. Вы наверняка слышали, что будет, если на нашей планете взорвется хотя бы десяток ядерных бомб. Изменение климата, радиоактивное заражение, миллионы погибших животных, нарушение флоры и фауны. И все это не особо волновало ученых прошлого века. К счастью, проект не был исполнен, ведь власти Никарагуа наотрез запретили проводить такие испытания. А вот другой проект с ядерным оружием все же был исполнен. Он заключался в добыче полезных ископаемых при помощи взрыва. Так, собственно, был создан самый большой искусственный кратер в США. И результат был не самым лучшим, ведь многие районы штатов Айова и Небраски были сильно облучены радиацией. Естественно, это привело к болезням животных и людей. Так что я очень рад, что подобные проекты с каналами не были реализованы, ведь все это могло привести к огромным катастрофам. Кстати, о них. Вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше. Куда обращаться за помощью? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию? Если у вас нет страховки, компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. Наверняка каждый слышал о том, что у космонавтов очень тяжелые тренировки для организма. А еще я слышал, что эти люди должны обладать исключительным здоровьем, не иметь вообще никаких вредных привычек, и даже алкоголь они никогда не пробовали. А ведь все это нужно лишь для того, чтобы хоть ненадолго покинуть нашу планету. Вот что бывает, когда тебя реально все достали. Шучу. В общем, во времена космической гонки между США и СССР проводилась огромная куча различных испытаний, и одно из них было приурочено подготовкой к полету на Луну. В проводившемся испытании ученые изучали воздействие на организм огромных нагрузок, которые можно было бы испытать при приземлении на спутник Земли. Проект назывался «Реактивные сани».
Суть в том, что специальные сани ускорялись до огромной скорости, а затем довольно быстро останавливались. И это был самый обычный тренажер, который позволял космонавтам испытать максимальную перегрузку. Правда, те данные, которые собрали ученые, говорили о том, что человеческое тело не очень-то подходит для таких нагрузок. Сначала запускали обезьян, и большинство из них получали серьезные повреждения мозга. Но на этом ученые не остановились и запустили в адскую установку одного отважного человека. И в этих санях он провел целых 29 испытаний. И ни разу он не остался без травм. Сотрясение мозга, переломы ребер и конечностей, потери зубных пломб и самих зубов, кровавые глаза. Мне страшно даже перечислять все эти последствия. Но, как мы можем уже знать, все это прошло недаром. И США первыми отправили человека на Луну, а после и вернули его домой. Так что, можно сказать, все это было реально необходимо во имя прогресса. Правда, какой ценой? Кстати, как вы представляете себе модифицированных солдат? Лично я вспоминаю компьютерные игры и фильмы, как людям вживляют микрочипы, оружие внутрь плоти или специальные глаза со способностью приближения, ну или ночного видения. Кстати, подобные опыты реально проводились в Америке. Правда, они были довольно мирными. Дело в том, что никаких имплантов не было, а операций или чего-то подобного и вовсе не проводилось. Ученые нашли куда более интересный способ дать людям настоящие сверхспособности. Поэтому был проведен настоящий научный эксперимент. Он заключался в том, что солдаты получали через обычную еду как можно больше витамина А. Дело в том, что этот микроэлемент содержит молекулу, которая отвечает за светочувствительность наших глаз. И как вы думаете, эксперимент оказался успешным? Еще как. Добровольцев кормили несколько месяцев едой со специальными добавками, и это дало хороший эффект. Глаза испытуемых стали намного более чувствительны к свету с длинными волнами, а значит, они стали лучше видеть в темноте. Конечно, до приборов ночного видения было еще далеко, но сам факт того, что обычное питание может дать человеку сверхспособности, лично меня очень сильно удивило. Но, к сожалению, этот эксперимент был отменен. Казалось бы, все идет так удачно, зачем же закрывать исследования? Дело тут в том, что ученые изобрели устройство ночного видения, так что глазастые солдаты теперь были просто не нужны. Кстати, как бы вы доказывали всему миру свою силу и могущество? Вот правительство Америки, например, сбросили ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. А еще у них был амбициозный проект, который подразумевал ядерный взрыв Луны. Страшно представить, что могло бы произойти, если бы все это было реализовано. В общем, суть была следующая. Надо было показать и доказать всему миру то, что ядерное оружие – это то, с чем никто не сможет справиться. Поэтому правительство и хотело взорвать на Луне довольно мощный заряд. И этот план был довольно серьезно принят в правительстве. В 1958 году ученые собрались и подумали над возможностью реализации проекта, а также о последствиях. Ученые решили, что нужно взорвать водородную бомбу во время полной Луны, чтобы люди с Земли точно увидели вспышку. Правда, всего спустя год они полностью отказались от реализации идеи. Почему? Все из-за радиации, которая могла бы испортить планы по колонизации Луны, а также о возможности негативного воздействия на нашу с вами Землю. Но была еще одна проблема. Водородная бомба была слишком тяжелой, так что доставить ее было проблематично. А использовать бомбу, подобной той, что взорвалась в Нагасаки, было бессмысленно, так как она слишком слабая. Кстати, с доставкой были бы все равно проблемы. Вдруг с ракетой что-то случится, произойдет авария, или еще что хуже. Но что я все про ядерные взрывы и их последствия. Давайте поговорим про другое, более страшное оружие массового поражения – биологическое. Если вы не знаете, что это такое, то вот краткое описание лично от меня. В общем, биологическим называется оружие, которое работает благодаря воздействию живых существ. К примеру, ученые проводили испытания бомбы с содержанием спор сибирской язвы на одном из островов. И теперь на нем нельзя жить и находиться ближайшие 100 лет. Вот такое оно опасное – это оружие. Собственно, американская военная машина также разрабатывала что-то схожее. В 1954 году на базе Dagway Proving Ground развернули настоящую лабораторию по созданию такого оружия. Перед учеными стояла задача выяснить, можно ли использовать насекомых в качестве переносчика заболеваний. Американцев в большей степени интересовало, могут ли блохи переносить чуму.
Ту самую черную смерть, которая выкосила большую часть Европы в свое время. Во время испытаний на пустыню в штате Юта было сброшено довольно много контейнеров с зараженными блохами, а на земле стояли клетки с морскими свинками, которые использовались в качестве подопытных. Ученые предполагали, что блохи могли бы не выжить при падении с такой высоты. Но, как оказалось, эксперимент прошел довольно успешно. Бедные грызуны были инфицированы блохами и, соответственно, заражены чумой. Ученые получили нужные им данные. Как оказалось, контейнеры с насекомыми нужно было открывать ближе к цели, так как не все они попадали на нужную людям цель. Но все равно эксперимент оказался удачным. Кроме одного случая. Во время первой попытки контейнер с зараженными блохами загорелся прямо внутри самолета, из-за чего все члены экипажа были заражены. Страшно представить, что тогда они испытывали. Кстати, весь проект носил название «Большой зуд». Думаю, не надо объяснять почему. И хоть он был успешным, его все равно закрыли. Если производить 50 миллионов блох в неделю было проще простого, то создавать такое же огромное количество вируса чумы было нереально. Надеюсь, вы уже поняли, насколько безжалостными и ужасными бывают люди, перед которыми стоит цель. Но если в предыдущем эксперименте с чумой страдали лишь подопытные морские свинки и блохи, на которых в целом людям все равно, то вот в следующем случае все было намного страшнее. Вы когда-нибудь слышали что-нибудь про операцию «Плам-Боб»? Лично я узнал эту историю лишь когда готовился к этому ролику. И лучше бы я так и сидел в неведении. Дело в том, что ученым снова нужно было получить данные о том, как воздействует ядерный взрыв на дееспособность солдат. Лично я думаю, если я когда-либо и увижу что-то подобное, то я не смогу делать что-либо, кроме как искать укрытие. Но у солдат есть задачи, которые они должны выполнять. В общем, американские ученые отобрали целевую группу из 167 военнослужащих. Всех этих людей отправили в штат Невада, где они целый месяц обучались различным мерам безопасности, а также взаимодействию с оружием. И под конец подготовки рядом с ними просто взяли и взорвали ядерную бомбу. Можете не переживать, взрыв был довольно далеко, так что люди почти не пострадали. От солдат требовалось, чтобы они посмотрели на взрыв, после чего им нужно было разобрать и собрать оружие, пробежать по минному полю и пройти испытание, которое заключалось в проникновении в тыл противника. В общем, все те тренировки, которые и показывают в фильмах про армию: бег, преодоление барьеров, стен и ползание в грязи. В это же время ученые сверяли все показатели до взрыва и после. И надо отметить, что значения почти не отличались. Все солдаты справились с тренировками, время плюс-минус одинаковое, а их психологическое состояние и вовсе оказалось неизменным. Вообще, весь этот эксперимент оказался неудачным. Почему? Да потому что все члены этой группы уже оказывались свидетелями ядерного взрыва. А смысл опыта был в том, чтобы посмотреть на реакцию людей, которые попали в ситуации, в которой не бывали ранее никогда. Так что ни один из показанных результатов не оказался полезным. Ну а лично я сочувствую тем ребятам. Вы только представьте, вам пришлось пережить целых 2 ядерных взрыва за 1 год. Ужас, да и только. Но все-таки ученые были довольно гуманными к людям, но не к животным. Отправлять на верную гибель солдат никто не собирался. Так что в одном из экспериментов в непосредственной близости от ядерного взрыва разместили клетки со свиньями. Их накрывали разными материалами, чтобы проверить, какой из них может спасти в случае ядерного взрыва. И, надо сказать, большинство из животных пережило взрыв. Лишь некоторые получили серьезные ожоги. Но у большинства животных обнаружили лейкоз из-за высокого уровня радиации. Так что обычные бетонные стены могут вас спасти от неминуемой гибели в первую минуту. Хотя, я думаю, это еще не самый худший конец. Ведь более 16 тысяч животных после эксперимента мучились из-за лейкоза. А ведь от радиации не защитят никакие бетонные стены, не говоря уже про что-то иное. Ну а я хотел бы сказать спасибо всем испытуемым животным, которые, к сожалению, пострадали в результате всех этих экспериментов. Ведь благодаря ним мы с вами теперь знаем, как спасаться при ядерном взрыве. А еще люди поняли, насколько опасно и негуманно биологическое оружие. В общем, от всех этих опытов было много положительных результатов, но меня все равно пугает то, насколько они были негуманные. Сегодня я рассказал вам о самых интересных проектах, которые реализовывались в Америке. Пишите в комментариях, что у вас вызвало наибольший шок, а также если вы хотите еще узнать про подобные опыты. И спасибо вам за просмотр.